Пришло лето. Вновь мы отправляемся на сплав и снова едем в Пермский край. На этот раз наш выбор пал на реку Койва. Нам хотелось пройти ее именно в такое время, когда уже тепло и вокруг все зелено. Чаще всего летом эта река сильно мелеет, и поймать момент, когда она еще полноводна, но лето уже в разгаре, довольно сложно. Однако в этом году в самом начале июня несколько дней подряд шли проливные дожди, которые вполне могут сыграть нам на руку. Свой маршрут мы решили начинать в поселке Теплая гора. Нам предстоит пройти 144 километра по Койве и еще 30 километров по Чусовой, чьим притоком Койва и является. Проливной дождь, который шел почти все время, пока мы добирались сюда из Екатеринбурга, закончился. Вокруг все сырое, небо еще хмурое, немного прохладно. Пока Вика греется, накачивая свой покрафт, я решил прогуляться до памятника красноармейцу, расположенному за рекой. С перекинутого через Койву моста открывается вид на реку, воды в ней много, и это радует. Памятник красноармейцу здесь, надо сказать, непростой. Он установлен на братской могиле, в которой захоронены расстрелянные колчаковцами в 1918 году коммунист Иван Воробьев, большевик Михаил Кошков и беспартийный Михаил Ощепков. Время приближается к 3 часам дня, и мы выдвигаемся. Поехали. Река Койва славится огромным количеством разнообразных перекатов и быстрин, которые не заставили себя ждать, и уже на первой излучине реки нас подхватывает быстрое течение. Признаюсь честно, столько перекатов, тем более на одной реке, мы еще не встречали, а их прохождение очень сильно разнообразило весь сплав и делало его еще более интересным, в чем вы и сами скоро убедитесь. Уровень воды, как мы и хотели, достаточно высокий. Большинство участков, которые могли быть мелкими, с более низким уровнем, проходим очень легко, лодками дно не задеваем. На протяжении первых 3 километров наш путь пролегает вдоль поселка Теплая гора. Делая множество изгибов, река поворачивает нас лицом то к нему, то к лесу. Кстати, неподалеку от поселка Теплая гора, всего в нескольких километрах, находится еще один поселок, который называется Промысла. Через него протекает совсем маленькая речушка Полуденка. Это левый приток Койвы, впадающий в нее в 3 километрах выше начала нашего маршрута. В 1829 году рядом с местом впадения Полуденки в Койву работал золотой прииск, на котором 14-летним крепостным подростком Павлом Поповым случайно был найден первый алмаз в России, прославивший впоследствии и поселок Промысла, и реку Койву как кладезь алмазов на всю страну. Почти за 30 лет на этом прииске был найден 131 алмаз. Позднее алмазы стали находить и на других уральских реках. Вплоть до 1955 года Урал был единственным источником алмазов в стране, пока в Якутии не была открыта кимберлитовая трубка «Мир», которая потеснила уральские россыпи. Всего россыпей на Урале было найдено 97. По качеству якутские алмазы значительно уступают уральским, но добыча последних постепенно сошла на нет. Мы тем временем продолжаем свой путь, и река, уже оставив Теплую гору далеко позади, продолжает нас удивлять. Что угодно мы ожидали увидеть на этой реке, но точно не заросли цветущей черемухи в таких огромных количествах. Поначалу даже сложилось впечатление, что мы плывем не по тайге, а по черемуховым садам. Зато как благоухает окружающий лес. Ароматы цветущей черемухи смешались с хвойными запахами тайги, и воздух, насыщенный ими, будто сделался густым. На первых километрах нашего маршрута скал на реке практически нет, хотя берега, обрамляющие ее, достаточно высокие. Но порой она кажется равнинной, особенно когда быстрые перекаты выносят нас на открытые места. Здесь, видимо, остров, русло разбивается на 2 протоки. Туда узкое, плохо просматривается. Здесь немного пошире, так что лучше пойдем здесь. Давай греби первое.
Смотри, сейчас тебя прижимать будет, так что отгребай вправо. Вскоре по берегам начинают показываться и первые скалы. Здесь, в верховьях реки, они еще невысокие, часто на них растет лес, а сами скалы покрыты лишайниками и моховыми коврами. Все эти пейзажи Койвы мне очень сильно напомнили реки Северного Урала. Они очень похожи друг на друга именно такими берегами. Часто на елках можно увидеть уснею, или как ее еще называют, бороду лешего, придающую лесу атмосферу таинственности и мистики. Когда проплываем такие живописные скалы, в моей памяти все чаще всплывают иллюстрации к русским сказкам художника Ивана Билибина. На одной из зеленых полян на левом берегу остановились на отдых. Здесь обратили внимание на то, как сильно поднялся уровень воды. Цветы, которые еще несколько дней назад до проливных дождей были над водой, теперь скрылись под ее толщей, сантиметров в 20 от поверхности. Это, можно сказать, весенний уровень. На некоторое время на смену невысоким скалам вновь пришли заросли цветущей черемухи. Местами прямо над рекой, словно клубы наползающего тумана, нависают ее густые бело-зеленые кусты, оттесняя от русла темнохвойную тайгу, робко выглядывающую издалека только благодаря своей высоте. Вскоре послышался шум железной дороги. Здесь, неподалеку от устья реки Тискас, впадающей в Койву, проходит ветка, соединяющая Екатеринбург и Пермь. Через Койву перекинут мост. Под мостами всегда интересно проходить, так же, как и интересно бывает проходить по самим мостам. Поскольку на воду мы встали около 3 часов дня, пройти сегодня много километров в наших планах нет. Зная, что Койва река весьма популярная среди уральских туристов, рассчитываем на то, что со стоянками проблем здесь не будет, и после прохождения железной дороги начали подыскивать место для ночлега. Буквально через полчаса на правом берегу увидели спуск к воде, выходим осмотреться. Место для лагеря очень хорошее, решаем тут и остановиться. Итак, мы нашли место под стоянку. Такой вот симпатичный берег. С него видно, какое интенсивное течение у реки. Сегодня мы проплыли 18 километров, начали с 3 часов, сейчас 6 вечера. Довольно неплохо, хорошая скорость. После того, как разбили лагерь, немного передохнули, а после я отправился покидать спиннинг. Однако рыбалка успехом не увенчалась. Забегая вперед, скажу, что на Койве за весь сплав ничего поймать не получилось, да и встреченные нами рыбаки, которые посвящали рыбалке не по полчаса, как я, а просиживали в ожидании рыбы многие часы, хорошим уловом похвастаться почему-то не могли. На улице теплынь, Вика, как всегда, замерзла. В 2 спальниках спит. Я ее тут укутал. Около 8 часов вечера занялись подготовкой к приготовлению ужина. Ранее я уже рассказывал, что в путешествиях на ужин мы предпочитаем готовить супы, причем из сушеных продуктов. Так что свежий лук и чеснок берем только для того, чтобы кушать их в прикуску с супом. Воду для готовки берем прямо из реки. Хотя вода и немного мутноватая, для приготовления еды она вполне годится. Ты на свою тоже в нем готовил? Угу. Удобно? Вполне. Суп обязательно с чесноком и луком. Никак иначе.
Через 15 минут после закипания раскладываем по тарелкам горячий борщ. Добавляем к нему каплю майонеза и немного сушеной зелени. Со свежим бородинским хлебом кушанье получается просто отменное. Спать сегодня ложимся пораньше, чтобы хорошенько отдохнуть после дороги. На следующий день встали в 7 часов. Обнаружили на палатке 3 клещей. Сейчас самый пик их активности, поэтому надо быть максимально осторожным, чтобы не допустить укуса. После завтрака приступили к сборам. Небо сегодня, как и вчера, хмурое. Ночью шел дождь. Боялись, что он может затянуться и продолжиться днем, но пока вроде бы только пасмурно. На воду встали почти в 10 часов. Обратили внимание на то, что на первых километрах течение как будто стало медленнее. Непродолжительные быстрины часто сменяются затяжными плесами, длиной по несколько сотен метров, поэтому на веслах, в сравнении со вчерашним днем, приходится проводить больше времени. Крупных скал все еще нет. Таежные пейзажи, как и вчера, часто разбавлены зарослями черемухи, а хвойные ароматы чередуются с ее сладким запахом. На одном из поворотов реки встретился бурный ручей. Остановились, чтобы пополнить запасы питьевой воды. Набираем, не выходя из лодок. Удобно. Вода кристально чистая и очень холодная. Кстати, вчера вечером, когда мы уже сидели в палатке, в нескольких сотнях метров от нас были слышны выстрелы из ружья. Затем через несколько минут послышались голоса, а когда я выглянул из палатки, увидел, что мимо проплывает 3 человека на лодке. Мы подумали, что они охотятся на уток, раз стреляют с воды. Но поговорить с ними не довелось, они, не останавливаясь, прошли мимо. Сегодня на реке больше спрямленных участков. Постепенно они становятся все длиннее, часто на них дует ветер. Однако изгибы реки тоже никуда не делись. Иногда повороты обрамлены все теми же небольшими поросшими мхами и тайгой скалами. Нередко течение на поворотах ускоряется, но кажется, будто перекатов сегодня меньше, нежели вчера. На одной из немногочисленных галечных кос решили выйти на отдых, размять ноги и спины. Из-за того, что уровень воды в реке сейчас выше обычного летнего, таких удобных для выхода на берег мест немного. Выходить на заросшие травой берега чревато очередной встречей с клещами, а мы этого по возможности стараемся избегать. Продолжительность одного перехода у нас занимает от 1 до 2 часов. Отдых между ними стараемся делать не более 15-20 минут. При таком графике передвижения получается проходить хорошие расстояния. Мощно. После этой галечной косы река делает несколько плавных излучин. Там, где течение сильно прижимается к берегу, встречаются завалы из бревен. Эти так вообще распиленные, будто кто-то разбирал огромный завал, полностью перегородивший реку. После изгибов реки русло становится как будто немного шире и начинается длинный 1,5 километра прямой участок. Чтобы сохранить скорость передвижения, приходится налегать на весла.
Но вскоре и этот прямой участок заканчивается, сменяясь новыми поворотами. Излучины реки. Здесь завал возле берега. Здесь островки. Два небольших острова. Течение несет. Красота. Опять протока возле острова с перекатом. На правом берегу встретился кедр, стоящий прямо у кромки воды. Это уже второй кедр, встреченный на Койве. На Среднем Урале они довольно редки. Вскоре проходим новый перекат. Без них мы уже начали немного скучать. А через пару сотен метров после переката, чтобы мы окончательно не заскучали, река решила преподнести новый сюрприз. Дерево перегородило реку. Ты вот здесь вот, если сможешь выйти, выходи. Я вот, может быть, вот тут вот. Сейчас придется обносить его. А пойдем сюда, здесь поближе будет идти. Тут вот следы вчерашних парней тоже обносили. Высота упавшего дерева, конечно, поражает. Река в этом месте уже не настолько узка, чтобы деревья могли достать от одного до другого берега, но некоторые экземпляры, судя по всему, гораздо выше большинства своих собратьев. В очередной раз можно порадоваться появлению таких удобных плавсредств, как покрафты. Благодаря их небольшому весу обносить препятствия на реках можно без особых усилий. Ищем стоянку, чтобы пообедать. Вышли на полянке, на такой просторный. Здесь в Койву впадает речка Кырма или Кырма. Не знаю, как правильно. Стоянки тут нету, хотя вот эти вот бревна нас немного смутили. Мы подумали, что здесь стоянка может быть. Но хотелось бы, конечно, пообедать в более нормальных условиях. Здесь в траве особо не расположишься. Так что проплывем еще немного и поищем что-нибудь более подходящее. Поскольку туристы на Койве бывают часто, стоянок здесь тоже предостаточно. Многие из них отмечены на карте, поэтому найти одну из них не составило никакой сложности, и уже совсем скоро мы приступаем к приготовлению обеда. Сегодня варим суп с фасолью. Поскольку я уже говорил про сушеное мясо и сушеные овощи, в этот раз дополню эту тему только информацией о фасоли. Чтобы не варить ее долго в походах, предварительно варим ее дома, а только после этого сушим. Так что продолжительность варки этого супа составляет все те же 15 минут, что и других. На весь обед в среднем выделяем около 1 часа. После обеда начали замечать некоторые изменения на реке. В первую очередь обратили внимание на то, что немного выросла скорость течения, да и сама река стала чаще извиваться, ну а на ее излучинах вновь появились невысокие замшелые скалы. Но больше всего, конечно же, мы обрадовались, когда начали появляться разрывы в облаках, через которые яркими лучами пробивалось летнее солнце. Постепенно эти разрывы становятся все шире и шире. Незаметно серое унылое небо превратилось в ярко-голубое с множеством облаков, а густой и угрюмый лес как будто расцвел и засветился молодой зеленью. Стало тепло, но для полного счастья не хватало лишь какого-нибудь переката или быстрины, но и они не заставили себя долго ждать.
Вскоре вдалеке на правом высоком берегу увидели, как нам поначалу показалось, высокую скалу. Остановились на правом берегу, потому что с воды увидели огроменную россыпь камней. Курумник здесь. Увидеть на Среднем Урале, невысоко в горах, а на берегу реки каменную россыпь довольно неожиданно. Давненько мы не ходили в горы, и я, похоже, соскучился по таким россыпям. Предложил Вике забраться на самый верх, но она не захотела, поэтому поднялся на пару десятков метров один. Где-то после обеда встретили на реке вчерашних охотников, немного пообщались. Они расспросили нас о нашем путешествии, сами сказали, что идут до поселка Старый Бисер. Мы тоже хотим пройти этот поселок сегодня и встать на ночлег после него. Очередной остров. Мы хотим его обойти по левой протоке. Здесь струя мощная, хорошая. О, там водопад. По камням. Недалеко от Старого Бисера берега Койвы становятся выше. Крутые склоны гор начинают спускаться все ближе к воде. Какой-то хороший перекат прям. Ближе к вечеру окончательно распогодилось. Наконец-то можно в полной мере насладиться летней природой, ярким солнцем, теплым воздухом и сочными оттенками зеленого. И без того яркие цветы по берегам стали, кажется, еще ярче. Пологие склоны гор на фоне ярко-голубого неба и белоснежных облаков вызывают чувство восторга. До Старого Бисера остается еще около 8 километров. После поселка нам нужно будет пройти еще 5 до намеченной на сегодня стоянки. В общей сложности за день хотим пройти примерно 40 километров. Скорость течения хорошая, такие расстояния проходить вполне комфортно. Поскольку берега Койвы начали меняться, склоны гор, спускающиеся к реке, нередко обрываются у самой воды, обнажаясь скальными выходами. Скалы все еще невысокие, но уже становятся крупнее, чем увиденные выше по течению. Местами река разливается довольно широко. По ее берегам возвышается темно-зеленый чистокол елок. Скорость течения настолько высока, что мы почти не гребем, и все равно проходим в среднем за час около 5-6 километров. Вскоре, сделав пару плавных изгибов, Койва подходит к окраине поселка Старый Бисер. Включив предварительно телефон и поймав связь, останавливаемся на берегу, чтобы позвонить домой. Через несколько минут попадаем в сам поселок. Поселок Старый Бисер, как и многие ему подобные уральские поселки, был основан в конце XVIII века при строительстве чугуноплавильного завода. По всей округе здесь разрабатывалось множество рудников, снабжавших завод рудой. Продукция, производимая здесь во время весеннего половодья, сплавлялась на барках по Койве и Чусовой. Проработал завод 140 лет, пока в 1926 году не закрылся в связи с истощением местных рудников.
Сейчас завод заброшен, однако некоторые его здания сохранились практически в первоначальном виде и поныне. Поселок же, в отличие от него, продолжил свое существование. На данный момент в Старом Бисере проживает немногим более 300 человек. В 4 километрах ниже поселка мы наметили себе стоянку. Вечереет, пора останавливаться на ночлег. Уже и солнце порой начинает скрываться за высоким берегом. Остановились, увидели с воды стоянку. Уже давно как раз все подыскиваем место для ночлега. Тут вроде бы неплохо. Довольно симпатично. Кострище. Пеньки напиленные. Мы, наверное, вон там поставим палатку. На ровном месте. Среди елок. Готовясь к сплаву по Койве, я, конечно же, много читал о ней. Каждый автор по-своему хвалил эту реку, но мы и представить себе не могли, насколько она нас впечатлит, и дело не только в постепенно становящихся все выше берегах. Название реки состоит из двух коми-пермяцких слов «ва» – вода и «кой» – брызги. Каждый перекат напоминает об этом, когда вода с шумом и брызгами плещется под носами наших лодок. По мере нашего продвижения вниз по течению перекатов становится все больше и больше, а сами они быстрее и протяженнее. Когда проходишь их, дух захватывает от скорости течения и бурных волн. Радуемся каждому перекату, а здесь на Койве их, пожалуй, и не счесть, поэтому и вызывает в нас эта река чувство восторга. Утро третьего дня заметно отличается от предыдущих. Погода стоит ясная, теплый воздух наполнен ароматами леса. Проснувшись, позавтракали, а после начинаем собирать вещи и снаряжение. Вещей немного, только самые необходимые, но оба наших рюкзака при этом полные. Ночной прохладный воздух оставил конденсат на внутренней стороне тента палатки. Чтобы он не намочил другие вещи в рюкзаке, стараемся как можно лучше стряхнуть лишнюю влагу. Когда вещи собраны, а мы готовы вставать на воду, внимательно осматриваем место, где стоял лагерь, чтобы ничего не забыть. Вода немного упала. Вчера вот этот камень был вот так вот примерно под водой. До этого камня вода доходила. Уже и дно видно. Вчера не было, кстати, видно его. Как только встаем на воду, нас тут же подхватывает быстрое течение реки. Вскоре она начинает поворачивать, а в русле один за другим появляются разных размеров острова. В образованных ими протоках течение ускоряется еще сильнее. Остров обплываем. Из-за того, что вода упала, все растения, которые были под водой, вылезли наружу. К сожалению, против солнца плохо видно, но место довольно уютное, такое красивое. Здесь в левой протоке и перекат даже шумит. Не знаю, будет ли видно что-то против солнца. Здесь несколько островов было, 2 или 3. Такой затяжной перекат до сих пор продолжается, наверное, уже метров 300. И вода как сверкает. И берега высокие, и вообще красота. После островов продолжается перекат. Возможно, это даже Шивера одна протяженная, про которую я читал, не помню название. К сожалению, не было указано, где она находится. Просто было написано, что она есть, и протяженностью где-то около 1 километра. Ну, прям очень замечательное место. Слева вон там небольшой водопад, ручей впадает. Я бы даже сказал, большой водопад. Метров, наверное, 10 высотой.
О, скала какая-то. Ну вообще прям замечательное место. И тут скала. Пока мы проходили крупную излучину и протяженный перекат, ясное солнечное небо стало затягивать густой облачностью. Облака набегают быстро, и голубых просветов среди них становится все меньше и меньше. Все говорит о том, что скоро начнется дождь. Только мы обрадовались хорошей погоде и солнечному дню, и тут вдруг такие изменения. Однако о плохом стараемся не думать, да и особо некогда. Вокруг сказочная красота, а под нами быстрая и бурная река, не дающая скучать. Но пока что это так, мелкая разминка. Сегодня нам предстоит проходить Федотовский порог, самое серьезное препятствие на Койве. И хотя сейчас и далеко не пик паводка, что он будет из себя представлять, мы не знаем, потому что на этой реке мы впервые. Во время весеннего половодья, когда Койва местами выходит из берегов, порог бушует во всю мощь. Но и в такую пору пройти его можно, главное знать где и как. Остановились передохнуть в месте впадения в Койву реки Большая Урайка. Такая небольшая речушка, хоть и называется большая. Здесь, в устье Большой Урайки, несколько раз попробовали кинуть спиннинг. Слышали, что в таких местах любит стоять хариус, но за 10 минут никто не клюнул, и поскольку времени ждет, поспешили идти дальше. Сейчас прошли небольшой остров, после которого начинается большая петля, километра 3 протяженностью. И в конце этой петли находится Федотовский порог. Но я думаю, мы его пройдем без всяких происшествий, потому что сейчас уровень воды небольшой. И еще вода падает к тому же. Сегодня сантиметров, наверное, на 15-20 упала за ночь. Плюс этот порог не по всему руслу реки расположен, а в правой его части. И можно обойти по левой стороне спокойно. Но это мы еще посмотрим, какова у него мощность. Может быть, даже стоит и покувыркаться немножко. Там вроде бы даже на карте отмечена стоянка. Может быть, стоит на ней выйти и осмотреть, просмотреть порог, где его и как проходить, если мы рискнем все-таки это сделать. На этой крупной петле на протяжении нескольких километров течение ускоряется, становится заметен уклон реки. Небо к этому моменту совсем посерело, порой падают редкие капли дождя. Через некоторое время в правой части русла, как раз в конце излучины, показались белые буруны. Направились туда, думая, что это уже порог, но это оказался не он. Немного рановато, до порога надо пройти еще один непродолжительный изгиб реки. Вскоре вдалеке уже становится слышен шум воды. Проходим левый приток Койвы, реку Подпорожную, и входим в порог. Входим в порог. Тут в русле камни разбросаны. Видимо, из-за падения уровня воды начали торчать. Вот бы пару дней назад пройти этот порог, когда уровень воды повыше был. О, все камни собрал. Ну вот этот камень, видимо, об который весной в большую воду идет отбойная волна, и порог становится сложнее для прохождения. А так вообще для нас сейчас класс. На самом деле этот камень, о котором я только что сказал, находится чуть ниже. Сейчас он виден справа от Вики.
Так, здесь еще камни. Еще вот камень. Об него тоже идет волна, видимо. Класс! О, стоянка. Как я уже говорил, весной во время максимальных паводков порог становится сложнее для прохождения. Вот эта каменная плита на правом берегу создает мощный вал высотой около метра, и основная струя смещается к середине русла. Вдоль левого же берега всегда есть довольно широкая полоса быстротока, по которой можно пройти этот порог без риска перевернуться и оказаться в холодной воде. Чуть ниже порога стоянка. Ого, кто-то тут был прям только что. Дымится еще костер. Надо же. Березу зачем-то спилили. Причем она с зелеными листьями. Для чего она даже гореть не будет? Мы же, поскольку время перевалило за час дня, пользуясь случаем, решили пообедать. После обеда и непродолжительного отдыха вновь встаем на воду. Странно, но уже несколько часов хмурящееся небо все никак не разразится дождем. И это даже по-своему хорошо. Сплошная облачность защищает нас от солнца, воздух при этом достаточно теплый. Вика изредка пытается поймать в кадр птиц, скрывающихся в ветвях деревьев, но хорошо сделать это с воды получается нечасто. Еще какой-то то ли порожек, то ли перекат небольшой. Находясь на природе, все время видишь что-нибудь новое и интересное. Например, Вика еще несколько лет назад, поразившись количеством птиц в лесах, стала их фотографировать, определять и читать о каждой увиденной. После этого с энтузиазмом рассказывает о них мне. Жрет других птиц. В полете на них напрыгивает, когтями рвет, и тушка падает. Сапсан. Сапсан. Река то ускоряется, то замедляет свой бег. Сегодня чаще стали встречаться крупные острова, разделяющие русло реки на узкие протоки, в которых вода, сжимаемая сузившимися берегами, превращается в напористые мощные струи и образует быстрины и перекаты. Проходить такие места – сплошное удовольствие. Это и отличает Койву от множества рек Среднего Урала. По берегу продолжают тянуться причудливые скалы. Вроде бы уже из скал, каких мы только не видели, а все же они находят, чем нас удивить. То вдруг встретятся разноцветные, то расслоившиеся и похожие на огромные стопки пожелтевшей бумаги. Другие похожи не то на толстые окаменелые корни деревьев, не то на ноги каких-то неведомых животных. Некоторые утопают в мхах, а некоторые, наоборот, будто стараются открыться и показать себя белому свету. После старого бисера чаще стали встречаться крупные оборудованные стоянки. Видимо, на этом участке туристов бывает больше, чем до старого бисера. Вода Койвы продолжает поглаживать свои каменные берега.
В ней отражается густая летняя зелень тайги, еще не полностью отошедшей от недавних проливных дождей. Берега то сжимают реку словно тиски и, поднимаясь с двух сторон, смотрят, как она, будто испугавшись, ускоряет бег, то вдруг отступят далеко в стороны, и река ненадолго замедляется, делая передышку. Начинает вечереть, и уже появилась накопившаяся за день легкая усталость. С утра мне показалось, что я немного не выспался, а сейчас хотелось бы ненадолго прилечь и расслабить спину. Однако нам еще предстоит найти себе место для ночлега. На карте мы наметили 2 стоянки, расположенные друг от друга в относительной близости. Если не понравится одна, можно будет дойти до другой. Через несколько километров на Койве стоит небольшой поселок, так что следующие стоянки будут уже после него. Первая стоянка нам действительно не понравилась. Вместо одного 3 кострища, между ними все усеяно окурками и битым стеклом. Палатку ставить практически негде. Через пару километров останавливаемся вновь. Стоянка находится на высоком левом берегу после одного из островов, в самом его конце, где сливаются в один 2 стремительных потока, бегущие из его проток. Стоянка небольшая, похоже, что рыбацкая, но гораздо чище предыдущей. Поставив палатку, отправляемся отдохнуть, а уже позже готовим ужин. Часам к 10 вечера на небе наконец-то начали происходить положительные изменения. Друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Также наши фильмы можно посмотреть в ВК-видео в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм, там мы публикуем фотографии из наших путешествий, а также анонсы новых видео. Ссылки на эти соцсети оставлю в описании к видео.